Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Сирии Аль-Джулани несет прямую ответственность за угрозы Израилю. Армия обороны Израиля подтвердила, что первоначальный ракетный обстрел с территории Сирии пришелся на открытую местность, не причинив никакого вреда или ущерба. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что возлагает на президента Сирии Ахмеда аш-Шара прямую ответственность за каждую угрозу и обстрел государства Израиль. И полный ответ последует как можно скорее, в ответ на шквал ракет, выпущенных с юга Сирии во вторник вечером. По словам военных, после обстрела в деревнях и городах на севере Израиля и на голландских высотах зазвучали сирены. В ответ на атаку армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по южной части Сирии. Источники в обороне сообщили The Jerusalem Post, что на данный момент неясно, были ли скоординированы запуски ракет из Йемена и Сирии, а также отметили, что военные проводят расследование. Кроме того, источники сообщили, что ракеты были выпущены из глубины Сирии, за пределами буферной зоны с Израилем, что указывает на то, что субъект, запустивший ракеты, использовал ракету средней дальности. Источники также сообщили Пост, что до сих пор не ясно, какая группа стояла за атакой. Ракетные сирены сработали в Хиспине на голландских высотах, Нов-Хагалиле, Кфар-Таворе и Назарете. Региональный совет Израильской долины позже подтвердил, что сирены, которые звучали в Назарете, были активированы из-за запуска ракеты из Йемена, который вызвал срабатывание сирен по всему центральному Израилю. Однако позже военные заявили, что сирены, которые сработали в 10 часов вечера в Нижней Галилее, были следствием ложной идентификации. Армия обороны Израиля подтвердила, что первоначальный ракетный обстрел из Сирии пришелся на открытую местность, не причинив никакого вреда или ущерба. Через несколько минут второй залп ракет был выпущен по Северному Израилю. Неясно, был ли второй залп по Северному Израилю выпущен из Сирии. Израильская общественная телекомпания Кан сообщила, что запуски были произведены из мухафазы Дираа на юге Сирии. «Мы не допустим возвращения к реальности 7 октября», — заявил Кац. Это первый случай запуска ракет с территории Сирии по Израилю после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года и прихода к власти президента Ахмеда аш-Шараа. В этой связи хочу отметить, что ряд аналитиков высказывают мнение, что Аль-Джулани, он же Ахмед аш-Шараа, имеющий существенную поддержку со стороны Турции и лично от Реджепа Таyyипа Эрдогана, вряд ли принял бы такое решение об ударе по Израилю самостоятельно. Это позволяет предположить, что решение об ударе по Израилю вряд ли было принято им единолично. На этом фоне Египет опасается войны на Синайском полуострове. Прежде Израиль редко публично обсуждал военное присутствие Египта на Синайском полуострове, а если и говорил об этом, то исключительно в контексте борьбы Каира с исламистскими террористическими группировками Аль-Джихад и организации «Искупление и Хиджра», имеющих сторонников среди коренного населения полуострова. В 2013 году Египет с большим трудом подавил движение братьев-мусульман, пришедших к власти после арабской весны. Однако теперь Каир опасается, что наплыв палестинских беженцев может спровоцировать новую волну нестабильности. В этой связи в израильских СМИ появлялись сообщения о том, что на Синае происходит концентрация военнослужащих и боевой техники Египта, чего не было с 1973 года, когда на полуострове произошел вооруженный конфликт между Египтом и Израилем. Ранее посол Израиля в США Ехиэль Лейтер выступил с резким предупреждением о растущем военном присутствии египетской армии на Синайском полуострове в нарушение мирного договора между Израилем и Египтом. Это был первый случай, когда израильский чиновник публично высказался по данному вопросу. Лейтер охарактеризовал ситуацию как нетерпимую, так как, по его словам, Каир стал строить базы, которые могут быть использованы только для наступательных операций и наступательного вооружения. Но посреднические мирные усилия Египта в диалоге Израиль-Хамас как-то снимали такую озабоченность Израиля. Сейчас же израильские эксперты уже открыто бьют тревогу, указывая на то, что на южной границе Израиля незаметно развивается потенциально куда более значительный стратегический вызов.
а мир между Египтом и Израилем, установленный Кэмп-Дэвидскими соглашениями 1979 года, переживает скрытую эрозию. По данным Цахал, Египет содержит в Синайской пустыне до 4 дивизий, что в 4 раза превышает лимиты, установленные соглашением, и эти силы расположены за пределами оговоренных 60 километров, например, в Эль-Арише и даже вблизи границы с Рафахом. Речь уже идет не о борьбе с терроризмом, а о систематической подготовке к войне с Израилем, говорит один из старших офицеров Цахал. Помимо этого, с развитием событий в Газе, Египет не стал назначать нового посла в Израиле, а Тель-Авив отозвал своего посла из Каира. Таким образом, считают израильские эксперты, при формальном соблюдении мирного договора дипломатические отношения между Египтом и Израилем, по сути, заморожены. По их мнению, это не обязательно означает, что Египет готовится к войне с Израилем, но это явный признак самостоятельности в принятии решений в сфере безопасности и отход от односторонней внешнеполитической ориентации на Вашингтон и Израиль. Более того, Египет переходит от посредника к политической партии Израиль-Хамас в защиту своей национальной безопасности. Дипломатические источники сообщили ливанскому Аль-Ахбар, что во время недавних переговоров министра иностранных дел Египта Бадра Абдель-Ати со спецпредставителем США Стивом Уиткофом было заявлено, что война в Газе ведет к региональному истощению и что есть опасения, что она приведет к перекройке демографической карты на юге сектора Газа и постепенному оттеснению палестинцев к границам Египта, что представляет для него прямую угрозу национальной безопасности. Напомним, что президент США Дональд Трамп призвал Египет и Иорданию принять большую часть населения Газы, заявив, что настало время очистить территорию для Ближневосточной ривьеры. Трамп также выразил надежду, что Египет и Иордания согласятся принять около 1,5 миллиона палестинцев. Однако оба государства категорически отказались, что вызвало резкую реакцию Трампа, который заявил, что они все равно это сделают, учитывая зависимость от США. Поэтому Каир возлагает на Вашингтон большую часть ответственности за зашедшие в тупик переговоры по урегулированию в Газе, утверждая, что целью этих планов является ослабление Египта и предотвращение его превращения в региональную державу. Так называемый новый план Уиткофа сталкивается с трудностями на разных этапах и по различным причинам, включая позицию Хамаса. По данным израильского издания Едиот Ахронот, Каир отмечает существенные пробелы в переговорном процессе и рассматривает возможность альтернативного развития событий. С учетом сложности ситуации и интересов международных игроков, в регионе не исключено появление нового очага напряженности. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.